Итак, всем добрый день. Я приветствую гостей канала и моих подписчиков. Смотрите, у нас новое приобретение. Первый раз в жизни беру вот такого Интера. Интера, конечно, были, но именно в такой расцветке, с такой комплектацией не было ни одного. Это первая наша покупка. Интер, смотрите, 98 года. Двигатель Detroit 12,7 у него стоит. Что для меня самое главное, конечно же. Десятка коробка, Мертер редуктора. То есть, грубо говоря, по своей начинке он такой же, как и, грубо говоря, обычный фредлайнер, просто в обличии Интера. И он без носа. Машина очень короткая. Я сейчас сделаю эксперимент, покажу вам, что он по длине своей, как Европа. Смотрите, как колеса стоят близко. Практически они, видите, рядом все стоят. Интерочек ухоженный. Кстати, я вам скажу, что парень 7 лет владеет этой машиной. 7 лет на нем он ездит. И много денег вложил сюда. Говорит, мотор после ремонта прошел 30 тысяч километров. Поменял здесь гильзы, кольца, говорит, все вкладыши. Там Макби, правда, поставил сюда поршневую. Мотор перебрал, но проблема опять в моторе. Он выбивает антифриз. В общем, вот так вот. И уже человек просто устал его, этот мотор, деньги вкладывать. Ну, видно, вот так вот сделали. Как бы, ну, я так понимаю, наверное, это в блоке проблема здесь. Просадка гильз, я так понимаю, как зачастую. Сейчас покажу его состояние. Он очень, скажем, ухоженный. Честно, 98 года парень за ним следил. Сейчас покажу все его плюсы, возможные минусы. Вот она резина. Вот она. Он сюда ставил новые амортизаторы вот недавно. Парами вопросов нету. Колодки недавно наклепал. Колодки здесь стоят большие, 220-е. Подушки вот поставил новые, смотрите. Ну, парень, говорю, следил за машиной. Так, в принципе, по трансмиссии все, скажем, нормально. Коробка Итан стоит. Сейчас покажу по салону его. По длине, смотрите, сейчас я вот только что ходил, мерил. Смотрите, вот там Интер, смотрите, какой маленький. Трехосный. Малышок, вообще малыш малышом. Смотрите, я сейчас его мерил. 6 шагов. Раз, два, три, 4, 5. 6 шагов. Вот он, грубо говоря, 6 метров у него длина. Вес 6,5 тонн у него. Я смотрел по ПТС-ке. Сейчас покажем, вот он стоит DAF. Ради эксперимента сделаем такой вот. В общем, он такой же по длине, как и практически вот этот DAF. Сейчас я покажу. Тоже по длине. Вот. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот. Такой же, то есть по длине, как и этот европеец. Так, сейчас покажу вам салон. Такой вот зверь. Двоюродный брат Терминатора. Так что вот так. Вот она резина здесь, смотрите. Да не, нормально ухоженная машина, честно. Даже тут смотрю, даже, знаете, вот эти вещи, которые на Интерах всегда болезнь. Эти салимблоки, эти все, то есть здесь все прям четко. Очень парень внимательный, молодец. Проблема в моторе, говорит, все. Уже раз делал, вложил денег, 30 тысяч проехал, сейчас опять газует, говорит. Не хочу уже делать, все. Он купил себе Маза, говорит, Еврика, и все, говорит, я уже не могу, все. Вот так, короче, надоело. Сейчас покажу салон. Говорит, лампочку сюда поставил за 3000. Какие-то фирменные, не знаю, видно, нет. Белым светит, говорит, как ксенон, типа. Вот он, его салон. Да, конечно, в Безносово залазить не очень удобно. Но будем пытаться. Вот он салон. Тахограф, рация, все парень оставляет. Музыка, автономка, здесь все есть. Кабина низенькая. Даже смотрите, вот стою, сколько Сима, видите, воздух держит. Такие сиденья у него. Сейчас заведу. Смотрите, еще покажу. Вот у меня шторки отдал, говорит. Хотел стирать. В общем, вот такой вот интерок.
Еще раз повторюсь, плюс этого Интера, почему я его беру, только лишь потому, что стоит у него Детройт. Все, 12.7, именно вот этот хороший мотор, без ЕГР. Давление у него космос вообще. Вот так он работает. При давлении. Форсунки, говорит, делал, головку делал. Ну, короче, сделал все. Чуть он его разочаровал из-за того, что газы пошли повторно, то есть. Я не знаю почему, а потом прогреется, блядь, будет работать. Ну ничего страшного, тахометр не брал. Тахометр это не главное. Что вот такой вот Интерок. Сейчас на нем поедем, посмотрим. Жесткий, конечно, он очень. По езде своей, конечно, с Носатой с длинной базой не сравнить, но все равно это все равно трехосная Америка, простая, в принципе, по своей комплектации это бомба, на самом деле. Детройт, десятка, Емерита, редуктора, в принципе, это офигенная комплектация. Обычно Интера идут с Каменсом 11 мотором, как правило, большинство. Этот отличается, видите, от обычного, поэтому как бы я его и беру. Сейчас еще раз снаружи пройдемся, покажу его. Ну вот такое приобретение у нас. Спереди алюминиевые диски литые стоят. В общем, прикольный малышок, коротенький, низенький. По своей комплектации очень, конечно, классный. Ну все, сейчас будем ехать, посмотрим, как он едет, на заправку и в путь. Амортизаторы вот, да, вот новые тоже сзади стоят, смотрю. Молодец, парень, нормально смотрел, честно говоря. Таких Интеров сейчас мало кто так смотрит. Рама целенькая, документы все чистые. Как он работает. Форсунки делал, тоже говорит. Я смотрю, вот эти пальцы, видите, вроде мелко, сейчас смазано все. Мотор сухой. Мотор сухой, там спереди что-то у него где компрессор. Компрессор масло подкидывает, а так, в принципе, тут таких минусов нет. Сапун. Ну все, друзья, вот такой вот Интерок. Сейчас поедем посмотрим, как он едет. Пока пригоним его домой на базу, будет все ясно. Все, друзья, всем пока.
этим уже на нем проехал километров, наверное, 100-110. Какие ощущения? Ну, жестковатый после фредлайнера, но не так жесткий. Кстати, я скажу, я ездил на Интере Каменс 11, где мотор стоит. Те жестче, наверное, из-за мотора. Каменс 11 легкий, этот Детройт потяжелее, и, соответственно, он помягче едет в любом случае. Так он по тяге, в принципе, ну, машина, скажем, по трансмиссии тяговая получается. Таким образом, редуктора скоростные 2.93, а коробка стоит здесь тяговая. За счет коробки он получается тяговый. Что я могу сказать? Ну, неплохая машина, на самом деле. Пацан ухаживал за ней. Коробка, кстати, я на мое удивление, то есть нормально, скоростно четко попадают, то есть кулиса не раздолбана, как у финтеров бывает. То есть люфт, ну, как бы люфт вот небольшой. То есть скоростя четко попадаются, без никакого там то лунка не там, то еще что-то. Я ездил на тупоносах через кулису. А этот нормально, кстати. Вот такой вот эндурок. Смотрите, вот у него спидометр не работает, так понимаю, чек по нему горит. Что у него спидометр не работает. Так, все равно Детройт есть Детройт, друзья мои, что там говорить. Все равно он очень резвый, как бы то ни было. Тут трансмиссия тяга, он за счет трансмиссии тащит. Расход, он говорил, 35-37, говорит, ну, 25 тонн. Расход примерно такой этой машины. В принципе, так без вибраций, вот руль бросаю, видите, вот, он никуда не тянет, в смысле, нормально, то есть, такое, ну, видно, что ухаживал. Молодец, пацан, как бы, да, с мотором там, конечно, косяк. Проехал 30 тысяч после ремонта, начал газовать. Ну, это, не знаю, виноват, я считаю, сам он, я не знаю, или кто, мастер, кому он доверился. Вот из-за этого он машину продал. Конечно, вскроем головку, посмотрю, как он ведет себя, там, эти гильзы, почему газует. Может, прокладку дешевую поставили. Я ж не знаю, понимаете, что там с этим мотором. Ну, это моя стихия, как бы, нет проблем. Что еще по нему вам такого интересного рассказать? Тормоза нормальные, все нормально. Нормально едет, в принципе, для работы. Можно работать. Я думаю, его можно разобрать. У меня мысли есть его под молоток пустить. Хотя он четко с документами. Все чисто, дал ПТС. Все чисто. По документам все нормально. Я его в любом случае на себя оформлю. У меня мысль есть под молоток, его пущу, наверное. И посмотрим, что будет. Мне кажется, по записям он более интереснее, чем... По записям он более интереснее, чем целиком. Хотя бывает, люди у меня спрашивают, там... под негабарит, там что-то короткое. Он 6 метров у него длина вообще. Я пошел, дафа померил, он такой же. Давка даже чуть длиннее был. Вес у него маленький. Тоже большой плюс. 6,5 тонн. Коробка базы. Детройт мотор. В принципе, работать на нем тоже можно. В него можно копейку вложить. Она будет оправдана, скажем так. Сейчас как раз вот гора. Я сейчас заеду на гору, покажу вам, как он ускоряется. Тут, конечно, спидометр не работает, но тут есть тахограф. Тахографы, скорость есть. Я вам покажу, во сколько мы начнем, во сколько мы на гору выйдем, проверим его. Протестируем, скажем, его показатели силовые. Так что вот так вот. Ну, сейчас вот наша любимая гора. Посмотрим, как он себя будет вести. Не, неплохой интерок, честно. Видно, что там новые амортизаторы, подушки. Эти люди, пацаны там, которые были рядом, он говорит, ну 7 лет владел пацан этой машиной. Говорит, такой дотошный, допустим, это снимает, красит, ставит, вычищает. Ну вот так вот. Вот наша река Кубань. Конечно, он жестче, чем Фред. Носатая машина же тот же Интер. Тут он жесткий, но все равно. Вот на 10-й, смотрите. У него получается 60 км в час. Сейчас вот гора, начнем ускоряться. Так, сейчас я чуть-чуть, наверное, как пик горы начнется.
Так, 82 мы трогаемся, парни, извиняйте, трясет, блин, этот Интер. Все, поехали, газ в пол. Начали. 96. Набирает на гору, смотрите, сотка. Да, нормально, набрал он. За счет трансмиссии, парни, за счет трансмиссии. Вот это сиденье тарахтит, честно говоря, вообще оно прям железо об железо бьет. Дракон очень жесткий, блин, по сравнению с Фредом. Я вот катался на Фредях своих, вообще просто. После ремонта, когда новые амортизаторы стоят, это совсем другая машина. А тут что-то вообще, вот этот передок на колесах сидишь, трясет. Ну все, друзья, вот такой тест, видели, как он набрал. Наверное, 20 километров, я думаю, набрал он на гору спокойно. За счет трансмиссии, он тяговый. Ну все, друзья мои, мы уже почти доехали, все нормально. Ну все, парни, мы на месте. Вот он, Интерок. Блин, жестковатый, конечно, честно. После Фреда. Ну не знаю, если с КамАЗом, может быть, сравнивать, может он еще и мягкий. Но с Фредом сравнить, он, конечно, жесткий. А так Дракон интересно своей комплектацией, своим мотором, что Детройт. Что десятка, коробка не девятка, на Интерах девятка часто стоит. Интересный Интер, что могу сказать. Пол, кстати, у него такой средний, не шахты нету, там маленькая шахта такая небольшая. Самое интересное, что он такой малыш вообще, смотрите, какой он маленький. Это вообще практически вот. Ну все, мы на месте, друзья мои. Все, всем пока. Не болейте, самое главное.